Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим торт без выпечки и без желатина. Приготовление очень простое и не вызывает никаких трудностей. Торт получается вкусным и необычным, выглядит красиво и аппетитно. Готовится быстро, главное дождаться, пока застынет. В кастрюлю насыпаем 1 стакан манки, это 180 грамм. Также насыпаем 150 грамм сахара и 50 грамм кокосовой стружки. Сюда же наливаем 1 литр молока. Все перемешиваем венчиком до однородности. Молоко должно быть холодное или комнатной температуры. Кастрюлю ставим на огонь. Все варим на среднем огне. Обязательно постоянно перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Когда масса загустеет и закипит, варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Форму, в которой будем готовить торт, нужно перед заливкой намочить. Наливаем в нее воду, ополаскиваем и сливаем. В подготовленную форму выливаем заварную смесь. Выливать ее нужно сразу же, пока она еще более-менее жидкая. По мере остывания она будет густеть. Равномерно распределяем ее по форме. Объем моей формы 2 литра. В горячую заварную массу вставляем печенье. Я использую шоколадное песочное печенье, но также можно взять и белое. Всего понадобится 200 грамм печенья. Торту даем остыть при комнатной температуре, а затем накрываем крышкой или пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать примерно на 3-4 часа. Торт застыл, достаем его из холодильника. На форму кладем блюдо и переворачиваем торт. Готовим шоколадную глазурь для торта. В сотейник насыпаем 4 столовых ложки сахара и 3 столовых ложки какао. Все перемешиваем в сухом виде, чтобы потом не было комочков. Сюда же наливаем 100 мл молока. Опять перемешиваем. Все ставим на огонь. Постоянно перемешивая, доводим смесь до кипения и снимаем с огня. Глазури даем остыть при комнатной температуре примерно до 40-50 градусов. Периодически ее перемешиваем, чтобы не образовалась корочка сверху. К остывшей глазури добавляем 100 грамм сливочного масла. Опять перемешиваем. В горячую глазурь не стоит добавлять масло, так как будете дольше ждать, пока она застынет. Приготовленной глазурью поливаем торт сверху. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень нежным и вкусным. Готовится просто из самых обычных продуктов. Его сможет приготовить каждый. Также у меня на канале есть и другие варианты приготовления тортов без выпечки. 2 таких рецепта я покажу в этом видео. Приготовим очень вкусный торт без выпечки и даже без желатина. Этот торт готовится настолько просто, что с ним справится даже ребенок. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим крем для торта. Из лимона выдавливаем сок. Всего понадобится 100 мл лимонного сока. Я использовала 1,5 лимона.
В миску наливаем 400 мл сметаны самой высокой жирности. У меня сметана жирностью 25%. Сюда же добавляем 1 банку невареного сгущенного молока. Все перемешиваем венчиком. В эту массу постепенно вливаем 100 мл лимонного сока, при этом постоянно перемешивая. От лимонного сока сметанный крем начнет густеть, а через некоторое время загустеет еще больше. Форму, в которой будем складывать торт, застилаем пищевой пленкой. Это делается для того, чтобы его было легче достать. Размер моей формы 25 на 11 см. На дно формы кладем немного крема. На него выкладываем слой шоколадного песочного печенья. Когда выкладываете печенье, старайтесь, чтобы оно не касалось бортиков формы, чтобы торт получился с белыми красивыми боками. Снова кладем крем. Выкладываем слой из печенья. Если целое печенье не помещается, то разрезаем его по размеру с помощью ножа. Так складываем весь торт. У меня получилось 5 слоев из печенья. Всего понадобилось 320 грамм печенья. Сверху все покрываем кремом. Форму накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться на 4 часа, а лучше на целую ночь. Торт застыл, снимаем пищевую пленку и переворачиваем его на блюдо. Еще больше разных рецептов торта без выпечки смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. С торта аккуратно снимаем пленку. Бока торта разглаживаем с помощью ножа. Одно печенье крошим руками. Получившейся крошкой украшаем тортик сверху. Я также украсила торт цедрой лайма и лимона. Готовый торт подаем на стол. Торт без выпечки получился очень вкусным и нежным. Нежный сметанный крем с легкой кислинкой лимона отлично сочетается с хорошо пропитанным шоколадным печеньем. Обязательно приготовьте такой торт, это очень вкусно и просто. Следующим приготовим торт-десерт савоярди без выпечки. Готовится несложно и получается красивым и необычным. Такой торт под силу приготовить каждому. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим крем. В кастрюлю наливаем 1 литр молока. Насыпаем 1 стакан сахара, 2 столовых ложки муки и 2 столовых ложки крахмала. Сюда же разбиваем 1 желток. Белок нам не понадобится. Кастрюлю ставим на огонь. Варим крем на среднем огне, постоянно перемешивая венчиком, чтобы крем не пригорел ко дну. Когда крем загустеет и начнет закипать, варим еще 1-2 минуты и снимаем с огня. В горячий крем добавляем 50 грамм сливочного масла и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем и оставляем остывать на 10-15 минут. Периодически перемешиваем, чтобы не образовалась корочка сверху. Крем уже немного остыл, в миску кладем 200 грамм творога и измельчаем его погружным блендером. Также можно творог перетереть через сито. Подготовленный творог кладем к уже остывшему крему. Все перемешиваем. Вместо творога можно использовать сливочный или творожный сыр. Готовим сироп для пропитки печенья. В мисочку насыпаем 1 столовую ложку растворимого кофе, 1 столовую ложку сахара и наливаем 250 грамм кипятка. Все перемешиваем. Сюда же к кофе наливаем 100 мл молока. Опять перемешиваем. Складываем торт. Печенье савоярди обмакиваем в приготовленном кофе и сразу же выкладываем в форму. Таким методом закладываем все дно формы. Диаметр моей формы 28 см, а высота 5. Сверху на печенье выливаем половину приготовленного крема. Крем аккуратно разравниваем ложкой по всей поверхности. Следующим слоем опять выкладываем печенье савоярди, пропитанное в кофе. Выливаем оставшуюся половину крема. Равномерно распределяем его по всей поверхности. Торт ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа. Я поставила на ночь. Для украшения торта нарезаем полоски из бумаги шириной 2 см. Подготовленные полоски выкладываем на торт.
Сверху посыпаем какао так, чтобы промежутки полностью покрылись какао. Аккуратно снимаем бумажные полоски. Кладем новые бумажные полоски под углом к предыдущим. Снова посыпаем какао, но теперь уже не настолько обильно, как в первый раз. Аккуратно снимаем полоски. Торт разрезаем и подаем на стол. Торт без выпечки получился очень вкусным и нежным. Готовится просто и отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Торта получается много, и его хватит примерно на 14 человек. Если вам понравились такие рецепты тортов без выпечки, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.